Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какой у меня есть кулон, как я сделала из вот этого кабошончика вот такую подвеску кулон. Это бублик или как там мы называем, пончик, по-разному все называют, да? Я долго не могла остановиться на каком-нибудь из вариантов, что с ним сделать, потому что можно было и обшить его бисером на фетре, можно было бейл сплести треугольный, но я остановилась на таком варианте. Я попробовала сплести оплетку такую из бисера, подобрала бисер прям по цвету самого кабошончика, добавила золотой цвет, и мне понравилось, как это получилось. Не стала я это убирать, думаю, оставлю так. Вот он у меня долго лежал вот в таком положении, без кисточки. Потом я решила все-таки вернуться опять к этому кулону, так как я купила вот такие бусинки. Они мне пришли, и я очень была рада тому, что они из одного и того же материала. Посмотрите, очень хорошо подходят, и мне хватит на украшение этих бусин. И я потом уже прикрепила вот такую кисточку, подобрала под цвет, вот такой цвет бисера. Это, конечно, не японский бисер, а чешский. Здесь я поставила гематитовые бусинки золотого цвета, так как здесь у меня и белик под золото идет красивый. Ну и, конечно, у меня два варианта. Прикрепить или на тросик, или на мемори проволоку. И вот я, наверное, остановилась на мемори проволоке. Думала и на тросик прикрепить, сделать бусы двухрядные. Потом я подумала, что я поставлю все-таки мемори проволоку. К этим бусинкам я подобрала вот такие бусинки. Я специально их покупала, так как здесь вкрапления, посмотрите, вот такие желтенькие есть. И хорошо подходят вот эти бусинки. Они маленькие, 5 миллиметров, по-моему. И я их тоже хочу поставить. И вот такие еще подобрала. Гавлит, плоские бусинки. И их, наверное, поставлю. Вот такие плоские золотые бусинки хочу поставить, так как у меня будет все под золото. И замочек будет, наверное, золотой. И решила я, как говорю, на мемори проволоке делать, да? Есть у меня золотая мемори проволока. И к такой мемори проволоке я еще подобрала вот такую мемори проволоку. Это для браслета. Я думаю, я отрежу здесь небольшой кусочек и буду делать подвеску эту на вот этом маленьком отрезке проволоки. Сейчас я отрежу ее. Вот я откусила вот такой вот примерно размер. И я думала, что будет на мемори проволоке очень высоко кулончик висеть. Немного хочется его пониже, где-то в районе груди, чтобы он висел, да, будет красиво. И я решила вот такой отрезок здесь прикрепить и на этот отрезок поставить кулончик. Так как здесь отверстие у меня крупное получилось для мемори проволоки, я думаю, если я надену бисер, чтобы держалась мемори проволока на бейлике, сейчас я это надену. Ну вот, примерно такой же наборчик, как и бейл длиной. И продеваю, чтобы этот бисер туда зашел и будет крепко держаться. Вот так. И мемори проволока не будет двигаться на бисере. Я думаю, будет хорошо. Ну и здесь я хочу поставить, наверное, бусинки вот эти. Буду проставлять бусинки вот такими золотыми. Они между бусин будут красиво смотреться, я думаю. Вот так. И здесь я, наверное, поставлю вот эти бусинки с этими, наверное. Смиксовать надо, я думаю. Сейчас я наберу вам и покажу.
Вот я набрала бусинки. Поставила я немного другую бусинку. Эти немного закругленные, а эти плоские. Мне кажется, они больше смотрятся на нижнем ряду. Так как здесь идет закругление, очень такое маленькое. Поэтому тени очень красиво смотрятся. А эти неплохо. И вот так где-то я буду расширять браслетик. Проволоку имею в виду. И нужно будет петельки сделать. Прежде чем это делать, мне нужно еще посередине набрать тоже некоторое количество бусин, чтобы они смотрелись в центре красиво. Вот сейчас я здесь еще наберу бусинки вот так. Ну, примерно вот такое расстояние, чтобы прикрепить сюда мемори проволоку. Вот так, да? Будет красиво. Можно было здесь какую-нибудь центральную бусинку красивую поставить. Но если я поставлю ее же, золотую какую-нибудь, да, она же будет отвлекать все внимание на себя, я думаю. Не буду. Не буду. Мне кажется, так будет попроще немного и в одной цветовой гамме без золота, достаточно золота. И так много. Чтобы бусинки не выпадали, я их уже, видите, набрала. Я стопор надеваю, чтобы он держал одну сторону. Ну и вторую сторону мне теперь нужно загнуть. Вот в эту сторону сделать петельку, чтобы она, петелька у нас, зашла прямо на мемори проволоку, правильно? Поэтому нужно, у меня здесь есть лицо на кулончике, есть изнанка, так как бисер я вплетала разный. И теперь мне нужно петельку сделать. Вот так вот. Раз, на себя. Получается вот такая петелька. И потом надо нам ее еще согнуть хорошо. Здесь я немножко поправлю плоскогубцами и сомкну уже плоскогубцами. Вот как у меня получилось. Я думаю, у меня пройдет сюда проволока. Проходит хорошо, видно, да? Проводим. И теперь мне на этой стороне, на другой, нужно будет сделать то же самое. Здесь мне нужно откусить уже проволоку. Все двигается, не очень удобно. Так как здесь я планирую это закрыть. Так, сейчас я закрою пока, чтобы не потерять бусинки. Здесь я хотела на этой стороне поставить вот такие вот проставочные бусинки. Тем самым, я думаю, закроется это крепление, так как здесь есть место такое, которое можно закрыть. Сейчас это все я проведу. Не очень удобно все делать. Вот так я планирую сделать. Там надо будет попробовать подкрутить мемори проволоку. Вот так у меня получилось. Я убрала здесь одну бусинку. Осталось у меня 3. Здесь по центру, по-моему, у меня было 4, да? Не очень красиво, когда расходится. И все шатается. Может быть, когда оно и набралось бы все с бусинами, лежало бы идеально. Я не знаю, не пробовала. Но я убрала одну бусинку и сразу надела петельки, и оно легло идеально и крепится. Просто закрутили колечки мемори проволоки, надели, провели еще мемори проволоку в эти петельки, и потом вот этой бусинкой проставочной я вот так накрыла эту петельку, и ее не видно. И потом, когда наберу я все бусины, плотно их совмещу, и будет все держаться, эта конструкция. И очень даже оригинально получилось.
Сейчас я надену бусинки все и поставлю замочек. Покажу вам, что получилось. Вот такое украшение у меня получилось в итоге. Интересное, утонченное. Никаких сложностей здесь нет в изготовлении. Очень легко это прикрепить, и зато оригинально смотрится. Кулон на груди, все внимание к себе притягивает, очень красиво смотрится, я уже померила. И здесь я поставила карабинчик, двойные колечки. Очень красиво выглядит, на мой взгляд. Напишите свое мнение, понравилась вам такая идея. А может быть, кто-то уже делал что-то подобное. Бусинки у меня остались. Я всегда их складываю в коробочку. У меня специальная коробочка, когда остаются бусины от украшений. Собираю, она все больше и больше становится. И еще хотела бы у вас спросить. У меня есть вот такой кулон, подвеска. Это тигровый глаз. Я хочу сделать украшение, и, как всегда, я не могу остановиться на каком-нибудь варианте, на одном. Много вариантов, чтобы его оформить красиво. Я и бейл уже сплела, вот такой вот. Так как я думаю делать с турквенитом, с голубым, да, и бусины будут и такие тигрового глаза. Потом я сплела вот такой бейл. Но мне кажется, он большеват. И можно еще бейл, ой, не бейл, а кабошон этот бисером можно обшить. И я вот теперь в замешательстве. Что бы вы посоветовали сделать с этим кабошончиком, бубликом, пончиком? Напишите мне, пожалуйста. А я почитаю и выберу что-нибудь интересное. Напишите мне комментарий, понравилось вам или нет. Мне очень будет интересно. Ну а если вам понравилось, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!